Антарктида, покрытая километровым слоем льда, не всегда была такой. Об этом, конечно же, не принято говорить. Но сам по себе материк Антарктида хранит очень много загадок и тайн, которые от нас зачем-то так сильно скрывают. Всем привет! С вами Финимор. В Антарктиде нашли временной портал и неизвестные науке механизмы, секретные раскопки и загадочные свечения подо льдом. Что за странный аппарат закован в толще льда? Зачем срочно эвакуировали всех сотрудников из Антарктиды? Что нашли военные в Антарктиде, а потом все быстро засекретили? Группа исследователей из США и Великобритании обнаружили в Антарктиде поражающее любое бурное воображение открытие. Во время своих работ над совместным исследовательским проектом в области погоды команда стала свидетелем спонтанного возникновения вращающихся вихрей времени. Физик из США Марина Маклейн заявила, что она и ее коллеги увидели вращающийся серый туман в небе непосредственно над своей головой. Поначалу они не придали этому никакого особого значения, квалифицировав это явление как какой-то очередной эпизод обычной полярной бури. Однако позже стало понятным, что несмотря на порывы ветра и быстро движущиеся облака над их головами, странно вращающийся серый туман оставался совершенно неподвижным, находясь в одном и том же месте. Решив понять, что это за странное явление, группа взяла один из своих шаров для исследования погоды и установила на нем метеорологический прибор, чтобы получить подробные данные по температуре, атмосферному давлению, влажности, скорости ветра. Также они установили научный хронометр, чтобы хоть как-то фиксировать все свои записи по времени. После завершения всех подготовительных процедур они подключили кабель воздушного шара к лебедке и стали медленно выпускать его в сторону этой странной аномалии. Воздушный шар с приборами на борту взлетел вверх и сразу же был моментально поглощен этим странным вихрем. Обратно с помощью лебедки его пришлось вытаскивать с большим трудом. Было ощущение, что его там кто-то удерживал силой и явно не хотел, чтобы он вернулся обратно. Когда подробно проверили все полученные данные, исследователи были сильно удивлены показаниям хронометра. Он показывал дату большой давности – 27 января 1965 года. Маклейн утверждает, что эксперимент повторили еще несколько раз, но результат был один и тот же. Хронометр шара отматывал стабильно одно и то же время, только не вперед, как положено, а в далекое прошлое, что само по себе никак не могло случиться и выглядело очень странно и необычно. Конечно, это была реальная встреча с временным порталом, который вел почему-то именно в 1965 год. Позже содержание и подробное описание всего этого эпизода встречи было почему-то строго засекречено. Как выяснилось в документах военной разведки, оно получило даже кодовое название «Временной портал». Невероятные и довольно странные сообщения привели в замешательство правительства всех стран, чьи исследовательские станции находятся в Антарктиде. Ученые были в панике и сообщали о сильных источниках света, идущих из-подо льда. Именно огромное количество радиограмм смущало больше всего, так как наблюдатели в Антарктиде сильно беспокоились о своей безопасности. Они говорили о том, что им что-то действительно сильно угрожало и требовали принятия неотложных мер по срочной эвакуации. Очень странные поступали сообщения не только о световых, но и звуковых аномалиях. Основное количество было получено со станций, расположенных недалеко от подледного озера Восток. Пресные озера под ледяным панцирем Антарктиды ученые обнаружили еще в 1996 году. Озеро Восток находится по 4-километровой толще льда и никогда не замерзает. Результаты термического сканирования показали, что температура воды в озере довольно высокая – от 10 до 18 тепла по Цельсию. Это означает, что для его нагрева существует какой-то свой, неизвестный науке источник тепла.
Более того, во время исследования были получены данные, что между водной поверхностью озера и ледяным куполом находится пустая полость высотой более 800 метров. Это загадочное пространство, в котором созданы практически идеальные условия для поддержания комфортной жизни. Неизвестно, правда, это природа так искусно поработала, или это результат чьих-то сознательных титанических усилий. Другое загадочное обстоятельство – это аномально высокая магнитная активность вблизи юго-восточного берега озера. Ее источники тоже до конца неизвестны. Информация о результатах последних исследований озера Восток засекречивается. В 2007 году бурение было приостановлено на глубине 3665 метров. Возобновили его годы спустя, и 5 января 2012 года на станции «Восток» в Антарктиде наши ученые на глубине 3768 метров завершили бурение и достигли поверхности озера. Дальше они вручили торжественно колбу с водой президенту страны, и опять молчок. До 2000 года с американской стороны исследованиями озера занималась международная команда ученых, но затем бразды правления взяла на себя Управление национальной безопасности США. Такая замена была продиктована соображениями безопасности страны. Выяснить, какая конкретно безопасность имелась в виду, увы, до сих пор никому не удалось. Ходило много разговоров, что США в 2001 году направили в район обнаружения этих аномалий свои экспедиции, имеющие в наличии буровые установки и тяжелую технику для производства раскопок. Все из-за того, что в апреле 2001 года американский спутник-шпион обнаружил странное древнее сооружение или аппарат, который был просто вморожен в антарктический лед. Тайный проект раскопок объекта был начат немедленно. Новость о повышенной активности США в Антарктиде дошла для ушей всей мировой верхушки. Если это что-то построили американские военные, то они нарушают все международные договора об Антарктиде. Если нет, то этой находке примерно 12 тысяч лет. Именно столько времени лед покрывает Антарктиду. Тогда это можно назвать одним из древнейших искусственных сооружений на нашей планете. Пентагон должен прислушаться и сообщить все, что скрывает. Но федеральное правительство США и Пентагон буквально все заявления о раскрытии игнорировали. Некоторые военные наблюдатели утверждали, что робототехнические устройства были немедленно отправлены в Антарктиду. Появились даже спекуляции на тему о том, что ВВС США переправили на свою тайную базу С-5 в Антарктиде огромный атомный туннелепрокладчик. Вскоре появились новости о скрытом и срочном оказании медицинской помощи некоторым сотрудникам этой секретной экспедиции в Антарктиду. В результате их всех срочно эвакуировали в разгар антарктической зимы. Никаких, конечно, официальных комментариев так и не последовало. Магнитная аномалия на озере Восток после этого случая значительно усилилась. Русские ученые, наблюдавшие это, были сильно потрясены и очень озадачены. Кроме того, американский военный аэродром продолжал буквально бурлить. Рейсы приходили и уходили в Антарктиду в большом темпе. Тяжелая техника, довольно экзотическая, появилась на мрачных антарктических ледниках. Когда американские и европейские СМИ сильно нажали на правительство и военных Америки, чтобы получить хотя бы какие-то правдоподобные сведения, происходит 11 сентября. О таинственных событиях в Антарктиде все надолго забыли, но просочились в печать лишь скудные сведения о том, что в декабре 2006 года ВВС США в рамках операции Deep Freeze осуществили масштабное парашютное десантирование 40 тонн грузов прямо на Южный полюс с помощью тяжелых военно-транспортных самолетов. Антарктида действительно полна тайн и загадок. Одни находятся глубоко внутри, такие как незамерзающее озеро Восток, находящееся на глубине 3768 метров. Другие загадки расположены прямо на поверхности полярного континента. Странно, но Антарктида мало чем отличается от Марса. Возможно, что кислорода может быть немного побольше, а холод
точно такой же. Местами температура опускается до минус 90 градусов по Цельсию. Принципиальная разница одна. В Антарктиде бывают иногда люди, а на Марсе нет. Но это не значит, что ледовый континент исследован гораздо лучше, чем Марс. Загадок хватает и там, и здесь. Мы не знаем точно, есть ли жизнь на Марсе. Нам точно неизвестно, что скрыто под многокилометровой толщей антарктического льда. Да и о том, что творится точно на его поверхности, есть лишь приблизительное смутное представление. Странно, но изображений Марса в высоком разрешении гораздо больше, чем фотографии Антарктиды. Подробно можно рассмотреть детали рельефа лишь на узкой полоске в районе Земли Королевы Мэри, где и нашлось очень много сюрпризов. А неплохо бы было взглянуть и на другие места, особенно на те, про которые давно ходят легенды и слухи. Кстати, озеро Восток тоже не исключение. На его западной стороне обнаружена сильная магнитная аномалия. Это научный факт. Но природа аномалии точно не определена. Это дает право утверждать, что там лежит огромный металлический объект. Конкретно, огромный инопланетный корабль. Может быть, разбившийся. Может быть, брошенный миллионы лет назад, когда над озером еще не было льда. Может быть, действующий до сих пор. Или просто припаркованный там и ждущего своего часа. К сожалению, магнитная аномалия расположена очень далеко от скважины, на самом противоположном конце озера, и разгадать эту загадку вряд ли скоро удастся, если вообще получится хоть когда-нибудь это сделать. Уже известно, что озеро Восток далеко не единственное в Антарктиде. Подобных озер более сотни. Восток лишь самое крупное из открытых. Сейчас исследователи предполагают, что все эти озера, спрятанные под толщей льда, сообщаются между собой. О существовании разветвленной сети подледных рек и озер недавно сообщили британские ученые. Интересно, но открытие британских ученых отнюдь не противоречит самым смелым версиям о скрытой жизни в Антарктиде. Наоборот, сильно их укрепляет. Ведь сеть каналов, расположенных на глубине около 4 километров под толщей льда, может связывать одни большие полости с другими, служить своеобразными дорогами, которые в каком-то месте могут иметь выход в океан, а может быть, вход. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.